Всем привет! С вами вновь Киноман, и сегодня я расскажу вам об одной игре на Денди, которая с самых первых моих лет игры на этой приставке меня просто невероятно завораживала. Но завораживала в первую очередь потому, что игр, подобных этой, я даже не то чтобы больше не встречал на Денди, а я даже не подозревал, я не предполагал, что могут быть игры вот такие вот, как она, что в принципе существуют игры, в которые можно и нужно играть не столько ради собственного удовольствия, там, развлечения или позитива, а ради того, чтобы получить какое-то такое, знаете, нервное напряжение достаточно серьезное. Игра, которая достаточно правдоподобно передает атмосферу такой жутковатости, и, собственно, именно это и будет увлекать игрока до такой степени, что у него пятки к полу прилипнут. И вот, в принципе, то же самое случилось со мной. Несмотря на то, что я эту игру до сих пор так ни разу не прошел, все равно она для меня является уникальной. И именно об этом я сегодня постараюсь вам рассказать. Итак, это новый выпуск Dendy Memories, и сегодня мы говорим о замечательной, неповторимой игре на Денди «Принц Персии». Итак, Prince of Persia, или Принц Персии, как она, собственно, называется. В эту игру я впервые поиграл в 95-м или, может быть, 96-м году. Я точно не помню, но помню, что я в нее играл на своей самой первой приставке Лифа, купленной мне тогда же в 95-м, которая прослужила мне почти год. Помню, что Виталик взял у кого-то картридж с этой игрой. И помню, что когда он его впервые включил и начал в него при мне играть, я смотрел на все это, сидя на диване. Я, поигравший уже в Черного плаща, поигравший в Чудеса на виражах, поигравший в Чипа и Дейла, увидел вот это, увидел Принц Персии. Я сидел и я думал, я никогда в жизни не буду в это играть. Вы что? Когда он там бегает по темному какому-то лабиринту, с диким криком, с диким грохотом падая в ямы, когда он бежит и ему впиваются в руки, в ноги шипы из-под пола, когда все это так давит на тебя такой мрачностью, я просто, мне было 8, 7 или 8 лет, да вы что? Не, ну нафиг, я в это играть не буду, это слишком для меня было стрёмно. А вот Ведеру игра понравилась, вы знаете, и понравилась гораздо больше, чем Черный плащ. И вот при мне именно, сколько у нас был этот картридж, наверное, пару, 2, 3 или 4, может быть, дня, именно он в нее и играл. Я ее так, может быть, там 1 или 2 раза побегал в начале первого уровня и забил. Я помню, что первые разы, когда мы пробовали, Ветер все жаловался на управление. Но действительно, когда играешь в первый раз, разобраться очень даже непросто, особенно мне тогда, когда я уже начал пробовать. Как хвататься за отвесные стены, как не срываться вниз, что надо зажимать, как подниматься, спускаться. Все вот эти вот тонкости движений, они изучались уже много позже, уже поиграв в нее там несколько раз, уже когда дошло до автоматики. А вот Ветеру давалось тяжело, но несмотря на это, мрачность игры ему понравилась очень. Но картридж он отдал, он пробыл у нас совсем недолго, и после этого я поиграл в нее уже, наверное, летом 96-го года, или может быть даже позже. Ну, собственно, тогда, когда мой друг Денис Макаров, с которым я дружил, приезжал в деревню на лето, как и я. Вот забавно, что он из Ростова и я из Ростова. Мы живем практически в одном районе, но в городе никогда не встречались. И встречались тогда, когда вместе приезжали на лето в деревню, где жили по соседству. Вот так вот. И вот он приезжал в деревню, брал с собой Денди и привозил с собой 2 картриджа. Первый был Том и Джерри, одна игровка, а второй был вот эта вот 6-игровочка. Это не суперхик, но тоже розовый. На нем записано, значит, 6 игр. Prince of Persia. Вот что забавно. Почему на Денди игра всегда называлась Prince of Persia? Если идет намек то, что продают русским, типа Принц России, они пытались написать. Но мы знаем с вами, что Россия по-английски пишется не Россия, а Раша, то есть Руссия. Нет, они упорно на всех многоигровках писали Prince of Persia. Ну что делать, это такая вот у них логика. Так вот, Prince of Persia, Top Gun, Русалочка, DuckTales 2 и 2 замечательных игры, Супер Русалочка и Супер DuckTales 3. Но об этих играх мы поговорим попозже. Я могу сказать только то, что это те же самые Русалочка и DuckTales, только с увеличенным количеством жизней.
Так вот, когда он давал мне этот картридж, когда мы играли у него, мы играли в Prince of Persia достаточно немного. Мы играли в основном в Top Gun, в DuckTales, в Русалочку. Но поскольку я обо всем этом еще расскажу когда-нибудь, сегодня я остановлюсь на том, как мы играли в Prince Persia. В Prince Persia мы играли с ним в основном, когда я приходил к нему. Когда я приходил к нему, он учил, показывал, как тут надо что делать. Говорил, что она ему очень нравится, что она очень сложная и что она очень длинная. То, что в игре 14 уровней, на тот момент, по-моему, не знал ни он, ни я. Но нам с ним, как бы то ни было, сколько бы мы ни пытались в то лето в нее играть, не удавалось зайти дальше 3-го уровня. После каждого уровня открывались пароли на эти уровни, что существенно помогало. В игре давали ровно 60 минут на ее прохождение. То есть, даже если вы там дойдете до 13 уровня, у вас кончится время, вам придется начать сначала, переиграть будет нельзя. Мы обо всем этом догадывались, но не знали. Так вот, он мне показывал, как он проходил первый уровень, показывал, как проходил второй. И я не помню точно, докуда он доходил при мне, но помню, что когда я брал у него картридж, и я в него достаточно много дома играл, я уже, знаете, проникся этой мрачностью, мне это начало нравиться по-настоящему. Я не знал, что существуют такие жанры игр, на Денди я больше таких не видел, и поскольку она была одна единственная из всех таких, очень серьезно, недурно сделана, мне она очень понравилась после этого, и я начал в нее как следует пытаться проходить. Но дойти мне удалось только до 3-го уровня. Я прекрасно помню, вот это, когда я сижу перед огромным фотоном на полу в деревне, я появляюсь на 3-м уровне, раздвоение пути, знаете, куда идти, влево или вправо, я бегал влево, я бегал вправо, я 100 раз падал в ямы, не допрыгивая до отвесных этих самых стен. И в итоге мне это поднадоело. Ну, все-таки, несмотря на то, что она мне нравилась, она мне показалась, очень сложной. Даже не столько потому, что там каждое движение нужно рассчитывать, а потому, что там уровни, собственно, запутанные. Там нужно открывать двери, нужно искать кнопки, и при этом еще нужно драться со стражниками, которые часто убивали, а даже когда вам удавалось победить стражника, вам оставался один удар, вы видели заветную бутылянку с лечебной жидкостью, вы ее пили, и он падал замертво, понимаете, и все. Это раздражало, действительно раздражало. До 3-го уровня мне тогда удалось зайти. Я переключился уже потом и на DuckTales, и на Top Gun. Боже, как я кайфовал с музыкой в Top Gun. Но об этом, ладно, я вам расскажу как-нибудь в следующий раз. Так вот, за неделю, или за какую за неделю? Он мне дал, наверное, недели 2, наверное, пока он там был. За 2 недели я дошел до 3-го уровня, и все. После этого я картридж ему отдал, мы с ним попрощались, он уехал. И... Собственно, у меня этой игры не было, и после этого, вот если считать, что это было лето 1996, скорее всего, после этого я увидел эту игру уже у Илюхи. У Илюхи была точно такая же приставка, как у меня, лифа. Правда, когда я об этом узнал, моя лифа уже накрылась медным тазом. Принц Персия у него была на одной игровке. На одной игровке называлась Принц Персия, зато внутри называлась Принц оф Россия, да. Так вот, Илья, поскольку я уже говорил, что он у нас был таким достаточно известным гуру, который все про все игры знал, по крайней мере, те, в которые он играл, он мне рассказывал, что он эту игру проходил. Я не помню, правда, он мне это говорил именно тогда, когда он мне показывал тогда впервые, или уже там попозже. Но я знал, что он далеко доходит, это как бы было понятно, прекрасно. Но помимо Илюхи, еще эта игра была у моего здешнего соседа, у Сергея. У него была Денди Джуниор и была Принц Персия. И вот когда... Я просто помню момент, когда я пришел к нему, это вот был уже, наверное, конец 96-го, или может быть даже начало 97-го, или может быть даже середина 97-го, в общем, я не помню. Но я помню прекрасно, когда я к нему прихожу, а дома никого нет, а есть лифа, а есть телевизор, и у нас есть 2 часа во что-нибудь поиграть, мы поиграли Черепашек 2, а потом включили Принц Персии. Далеко мы не дошли, это понятно, но я запомнил этот момент, потому что мы тогда что-то решили заморочиться с паролями. В игре есть пароли, да? 8 цифр в пароле,
И мы так от фонаря начали пробовать наугад. Я говорил, что я доходил там до 3-го уровня. Он говорил, что он там далеко вообще не доходил. Она ему очень сложная оказалась и так далее. Вот, и мы такие, давай попробуем, слышь, с паролями что научить. Вдруг там удастся. Я-то знал, что уже 14 уровней в игре, а он не знал. Вот, и я говорю, давай, может быть, нам получится открыть какой-нибудь серебряный уровень. И мы начали там набирать всякие пароли наугад, там цифры просто лепили. А потом что-то я взял, прикольнулся и решил набрать 4 единицы и в конце двойку. Вот так от фонаря. Я помню, сначала пробовали 4 нуля единицу в конце, потом, то есть 4 нуля, 7 нулей единицу и 7 единиц двойку. И каково было наше удивление, когда, набрав этот пароль, наш герой не упал замертво, а выпил эту жизненную воду и побежал наверх. И мы такие, оба-на, куда ж мы сейчас попадем, ни хрена себе. Мы попали на 5-й уровень, это уже была совсем другая локация, там уже были другие фоны, другие, собственно, другая графика как бы, да, другое строение. И мы такие, мы, наверное, где-то далеко, бах, левел 5, и потом 0 минут осталось. Это был шок, просто. Вы понимаете, мы попали на 5-й уровень, нам написали, что у нас 0 минут времени. Все! Что делать? Ёбы, у нас 0 минут, давай быстрее бегай, хоть посмотрим, что тут как, ёлы-палы. Но на самом деле 0 минут длился, наверное, чуть-чуть дольше, чем 0 минут, я точно не скажу. Но помню, поскольку мы и переигрывали потом после этого этот момент, мы увидели 5-й, нам хватало там минуту побегать, и он падал, все время заканчивалось. Мы такие, блин, это подстава. Представляете, просто от фонаря набрать пароль, и вдруг вам удается добраться куда-то далеко, и вдруг вам говорят, что у вас нет времени. ёпрст, Короче, вот такая вот история. И после этого, вот дальше 5-го уровня я, в принципе, ничего не видел. То есть на тот момент я видел только 1-й, 2-й, 3-й и 5-й. Но потом Илюха поведал мне такую интересную тайну. Не знаю, откуда он узнал, что существует пароль на последний уровень, на 14-й. И этот пароль тоже достаточно незамысловатый. И выглядит так: 10, 11, 12, 13. Все. Он мне рассказал об этом пароле, я такой, глянь, нифига себе, последний уровень, мы наконец-то увидим, что там, как там, не отдай себе. Но набрав этот пароль, мы увидели примерно такой же уровень, как 5-й, то есть локация была та же самая, это был замок. Нам оставалось там, по-моему, или 13, или 14 минут, или 9 минут, в общем, хватало для того, чтобы побегать, и побегав на нем, Иля, конечно, об этом уже знал, а вот я дома попробовав, я же попробовал без него, вы же понимаете, да? Побегав на этом уровне, я обнаружил, что этот уровень абсолютно не представляет никакой сложности, там негде умереть, и фактически этот уровень представляет из себя заставку, до которой нужно самостоятельно добежать. То есть вы бежите все время в одну сторону, добегаете до конца, где вас ждет принцесса, собственно, она вас целует, и это конец. Вы читаете о том, что там тиран Джафар повержен, все такое, я ничего понять не мог, потому что я еще английского не шарил. Вот, и, собственно, это был конец. Я таким образом увидел конец игры «Принц Персии», да, не проходя там, наверное, даже пройдя 1/4 игры, я увидел. Что делать? Увидел, замечательно, значит, все. Разумеется, никто из нас в те времена не подозревал, не ведал о том, что игра «Принц Персии» на самом деле это порт с ПК. И что на ПК она выходила аж в 89 году, если мне память не изменяет, конечно. И что на ПК она была значительно интересней. Мы об этом никто ничего не знал, поэтому мы же с ПК вообще дела не имели, только это была роскошь. Вот, что делать? В общем, увидел я таким образом концовку, и в 97 году, примерно в тот же самый период, у меня накрылась моя 2-я лифа. Да, моя 2-я лифа, потому что 1-я накрылась вообще давным-давно. Она прослужила мне год. Потом мне ее по гарантии, якобы по гарантии, поменяли на другую лифу, которая была такая овальная, черненькая такая. Немножко не такая, как эта. Вот, и она мне прослужила тоже где-то года 1,5, наверное. И потом тоже со временем приказала долго жить.
Собственно, что мне было делать? Мне делать было нечего, потому что родители отказывались покупать новую приставку, но меня спас еще один мой сосед. Да, у нас тут вообще куча соседей и все друзья, понимаете, это была лепота. Так вот, мой очередной сосед, который жил рядом, в 4-й квартире, я живу в 5-й, он с 4-й, он мне по старой дружбе дал поиграть в свою Dendy Junior. Тоже у меня была Dendy Junior. Но он мне дал ее поиграть, потому что у него кроме Dendy Junior больше ничего не было. У него не было ни джойстиков, ни блока питания, ни картриджа, ничего. Только голая туша. А мне-то только этого и надо, вы же понимаете. И вот он дал мне Dendy, говорит, ну ладно, играй. И я такой, о, все, замечательно, у меня уже столько картриджей накопилось, у всех друзей куча картриджей, я резко собрал по друзьям все нужные картриджи, засел дома, поиграл там во все, поиграл в Черного Плаща, там, в Чип и Дейл, Черепашек Ниндзя, я включил Принца Персии. Ну, вы понимаете, вы знаете, да? Как на моей приставке замечательно работал Принц Персии, он не работал, блядь, вообще. Он сыпался страшными вот этими загогулинами графическими. И я просто упал от этого. Я думаю, ну блин, это как же... Единственная игра, которая не хочет нормально работать, из всех моих любимых. И это именно, блин, Принц Персии. И, блин, ну елки-палки, поиграть такая, а невозможно поиграть. Таким образом, она ушла у меня в долгий ящик. Я проходил тогда, вот что я только не проходил. И я, в общем, играл во все подряд, но только не в Принца Персии. Но, блин, мне так страшно хотелось увидеть, ну что там дальше. Я понимаю, первые 3 уровня, кусок 5-го и концовка. Но игра-то состоит, елки-палки, из 14 уровней. И мне так кайф на все посмотреть, потому что меня завораживает это просто. Меня тянет меня поиграть. Но не на чем поиграть. Ну елки-палки, ну кайф же. И все-таки, блин, в 99-м году меня это достало. Вот нереально достало. И я, блин, начал думать, ну все, так, ладно, надо кайф поиграть так. И сразу вспомнил, ага, или я же игру проходил на своей приставке, на своей лифе. А работает ли его лифа? Вот что мне было интересно. Вызвав его к себе на допрос, я у него начал спрашивать, вот твоя лифа работает, как она там, что? Он говорит, что его лифа якобы работает, но она что-то плохо работает. Ну я такой, Илья, ну блин, ну так кайф посмотреть, ну что там дальше, ну это такая классная игра, ну пройди мне ее, ну если ты проходил, он же проходил, ну покажи мне, что там дальше. Если вот на твоей лифе, если она у тебя работает, ну давай поиграем, попробуем. Он такой, ну ладно. Это был 99-й год, я это очень хорошо помню, это была осень. И вот он притащил ко мне свою лифу, вот именно вот такую лифу. Мы начали пытаться настраивать ее на маленьком сереньком телевизоре электроника, который у меня стоял на кухне. Мы его носили с кухни в комнату или приставку носили сюда и настраивали, собственно, через антенну на этом телеке. Его лифа настроилась, но показывала паршиво. Вот. Он говорил, что она у него вроде бы как не работала, но на самом деле она работала. Никаких глюков, графики, в принципе, ну, не было ничего такого, с чем нельзя было бы бороться, кроме того, что она очень плохо настраивалась, шла с помехами, вот именно, знаете, с обычными антенными помехами. Вот, кое-как мы настроили, кое-как включили, и Иля, наконец-то, при мне, под моим, так сказать, наблюдением, засел эту игру проходить с 1-го уровня. Он прошел первые 4 уровня без особых проблем. Я обалдел на это смотреть. Я вообще обожал всегда такие игры, которые отличаются кинематографичностью. А Принц Персии, вот такой он вообще, это просто, блин, там чувак бегает как живой. Я вот действительно не видел ничего подобного на Денди. Вот именно столь правдоподобного, действительно. Вот, ну так вот, Илья игру начал проходить. Когда он дошел до 5-го уровня, тот самый уровень, который я так мечтал посмотреть проходить, я помню, он очень долго вспоминал схему его прохождения, там действительно очень запутанный уровень, но я помню, что за вечер он все-таки его смог одолеть. Я вот не помню точно, сколько дней или на недель мы играли, ну, я опущу этот момент, хорошо? Вот. Прошел он тогда 5-й уровень. Я вот после этого думаю, ну все, наконец-то, все, сейчас пойдет все самое интересное. Я точно помню, что я вам, забыл сказать. На 4-м уровне, который мы пропустили, вот тогда в детстве пропустили, а сейчас я наконец-то его посмотрел. Меня очень заинтересовал момент, когда на 4-м уровне появляется двойник.
когда вы бежите, перед вами появляется зеркало, вы не можете через него пройти, но можете в него впрыгнуть, то есть разбить с собой. И тогда из-за зеркалья якобы выбегает ваш двойник. Меня это просто так интересно стало, ёлки, нифига себе. Вот по-любому с ним надо будет в конце драться, ну по-любому, ну посмотрим, ладно. Он мне не говорил, наверное, сам не помнил, надо ли будет с ним драться или нет. Но этот двойник строил подлянки в течение всей игры. На то же самом, подожди, на каком? На каком-то, в общем, уровне он выпивал за нас бутылянку с жизненной силой, жизненной, в смысле, жидкостью. Но тогда мы как-то не заморачивались на те, что его можно обманывать, и можно, ведь он выбегает только если нажать кнопку, тогда он выбежит. А если эту кнопку перепрыгнуть, выпить его в бутыль, а потом нажать, то его не будет. И, собственно, энергия достанется вам. Мы над этим не заморачивались особо, поэтому как бы я увидел, вот он такая скотина. Все, блин, вообще подлянки строит. На 6-м уровне так вообще не дал перепрыгнуть через яму, и из-за этого мы упали. Это было просто вызов какой-то, блин, вот ты скотина, ну что ты творишь, ё-моё. Страшно хотелось, блин, дойти до конца, чтобы посмотреть, как с ним драться, и его пришить просто своим мечом. Но это было все еще впереди, да. Так вот, на 7-м уровне, когда мы дошли уже до 7-й локации, вновь стали такие же, как первый. Мне всегда вот эта вот атмосфера подвала, эта атмосфера темницы всегда нравилась гораздо больше, чем уже вот эти вот всякие колонны красивые, вот эти желтые кирпичи. Вот эта мрачность мне очень нравилась, этот лабиринт. Мне очень хотелось в детстве взглянуть на эти уровни полностью. То есть вообще, вот как все строение уровня. Но это тоже, эта мечта осуществилась уже потом. Так вот, на 7-м уровне я помню трюк с гравитацией, когда ни он, ни я не помнили, что надо делать. Он выпивал воду, но вы видели огромную яму. Сигать в нее некуда, умрешь. Ну что было делать? Начали бегать туда-сюда, а потом, вот я не помню как, но то ли он вспомнил, то ли он случайно сиганул, и он так плавненько опустился прямо у двери на выход. Я не знаю как он, а я был вообще в изумлении, ни хрена себе. Догадаться об этом нереально. Вот я понимаю, да, стоит вода, вы ее выпиваете, перед вами яма. Вы от фонаря, конечно, можете в нее сигануть, а потом, собственно, эту фишку просечь. Но я как-то вообще, я бы не подумал. Это было бы, наверное, последнее, что я бы сделал, когда у меня больше не осталось бы вариантов. Так вот, дошел я помню, до 8-го уровня. А на 8-м уровне был забавный прикол с мышкой. Я помню, что когда мы до него дошли, он мне говорил, вот тут по-любому здесь, короче, какой-то длинный уровень, и здесь где-то будет мышь, которая должна открыть дверь. Я такой, нифига себе, блин, что за мышь? Как, чё? Мы столько раз он этот уровень переигрывал, блин. Он переигрывал его, я не знаю, ну, наверное, раз так 8-9 за вечер. Его это уже начало доставать, мы откладывали это на следующий день, а потом на следующий. Просто он все время не допрыгивал до нужной двери, он все время срывался вниз, очень много тратил на этом времени. И поскольку он говорил, что поскольку мы знали, что время в этой игре ограничено, приходилось как-то все время переигрывать, чтобы там не больше 4 попыток за раз, иначе время просто зря тратится. Я помню, что потом это уже начало умораживать, блин, он начал нервничать, что он не мог никак перепрыгнуть. Но я помню, что все-таки он дошел до места, где мышка ему открывает дверь, и он выбегает к выходу, но до этого очень много нервных клеток ушло, поверьте мне. Вот, и мы дойдя до 9-го уровня, вот я точно помню, что уже неделя нашего прохождения была позади. Но он даже заходил ко мне, наверное, не каждый день, может через день. И не каждый раз мы с ним садились играть в «Принца Персии». Вот, и прошла вот неделя таким образом, он наконец-то дошел до 9-го уровня. А 9-й уровень, он был такой, не знаю, ну такой, знаете, тоже замороченный достаточно. Но проблема в том, что с каждым разом, когда Илья садился играть в Денди, когда мы все время настраивали приставку, с каждым разом она показывалась все хуже и хуже. Просто, когда мы дошли до 9-го, уже было очень тяжело настроить, постоянно настройка срывалась, эта долбаная электроника, блин, с этой ее крутилкой, с этим колесиком, которое чуть-чуть двинешь и все, сразу срыв, и, ну, в общем, у кого она была, тот знает, конечно. Вот, и просто, блин, 9-й уровень тоже, времени уже у него оставалось, там, не знаю, минут 20 на все прохождение. Это был только 9-й, всего их 14.
И он уже начал нервничать, то что, блин, он столько раз пробовал перепроходить, он тупо запутывался, он не знал, куда бежать, не помнил, пока вспомнил, пока то, пока все. Короче, еще вот это вот помехи долбаные, короче, это все начинало просто доставать. И в один прекрасный день он сказал: все, блин, Пашка, ну он нафиг, блин, задолбало, хочешь, сам проходи. А я пробовал, но у меня это как-то, блин, смотреть было интереснее, вот честно вам скажу. А когда садишься играть, блин, тебя стремает. Ну, поскольку это Денди, ладно, да, я в нее, конечно, играл, но не очень много. Просто посмотрев, как Ири играет, мне очень хотелось, чтобы он начал, пусть бы он и прошел. Но в общем, его достало на 9 уровне, и он говорит: не, все. И в итоге мы забили на 9 уровне и не прошли. Я увидел больше половины игры. В принципе, оставался только 10, 11, 12 и 13, 4 уровня. И понятно, что, скорее всего, где-то там надо биться с двойником, где-то будет кульминация, но дойти самому до нее мне так и не удалось. Или, собственно, не удалось. В общем, вот таким образом я в нее не играл достаточно долго после этого. Где-то до самого появления компа у меня в 2003 году, когда я уже скачал эмулятор, когда я узнал, что можно играть на эмуле, во все игры, все посмотреть. Когда у меня появились пароли на все уровни, из тех же книжек с паролями, из того же интернета, я как-то пробовал играть на эмуляторе с сейвами, я пробовал играть с паролями, но как-то, знаете, оно как-то утомляло на самом деле. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мне кто-нибудь красиво, грамотно игру прошел, чтобы я посмотрел, как там что, все, и все, собственно. Но вот никто мне не мог ее нормально пройти. Когда я помню, что мы уже открыли раздел с прохождениями на Эмуленде, все-таки один человек вызвался, это был Вазгал. Это был уже, помню, там 2005 или 2006 год. И он эту игру записал мне прохождение. Я наконец-то посмотрел на прохождение. Я остался очень доволен прохождением и очень разочарован тем, что там так и не придется нигде биться с двойником. Что по сути его появление, где он сбрасывал вас в пропасть, закрывал перед вами дверь, по сути это было последнее его появление в игре. И просто я не понимал, почему так. Это совершенно неправильно, нелогично. В конце игры нету никакого суперзлодея, нету обычный стражник на предпоследнем уровне, с которым вы деретесь. Да, он сильный, но он обычный стражник. Я же не знал на самом деле, что эта игра была портирована с ПК. И что этот стражник и был, собственно, тем самым тираном Джафаром. Просто на версии для ПК он был нарисован как Джафар, такой здоровый мужик, бородатый. А здесь он обычный стражник, просто он сильнее, чем остальные. Я об этом не знал, и поэтому мне этого показалось мало. Мне казалось, что эта игра какая-то недоделанная. Что-то в ней как-то не так. Ну, в общем, короче, посмотрев прохождение с паролями, прохождение Вазгала, я больше за эту игру не садился и не пробовал. Уже позже я узнал о версии для ПК, о том, что она была портирована. Я тогда и узнал, собственно, все эти перипетии сюжета, собственно, о том, в чем завязка. Там есть начальная заставка, там есть заставка, как появляется двойник, там есть битва с двойником в ПК-версии, но просто с ним в итоге нужно слиться, и тогда вы станете единым, его не надо убивать. И там есть все вот эти заставки, про мышку там есть, когда принцесса на самом деле сидела в своих покоях, позвала мышку, сказала, что я в беде, товарищ ее в беде, что его надо спасти, пожалуйста, помоги ему. Мышка поняла, она убегала и в итоге открыла ему дверь. Там все было объяснено, а на Денди объяснено было только концовка объясняла, что это было все вообще такое, понимаете? Вот, и поэтому версия для ПК тоже мне понравилась после этого. Я, правда, ее тоже не проходил, но до этого еще дойдет, поверьте мне. Вот. И таким образом, вот по сей день, уже 2012 год, я эту игру так ни разу не прошел. Но это, знаете, как с Silent Hill, наверное. Я позволю себе сказать о новой игре, что как Silent Hill меня цепляет. Меня цепляет смотреть, когда его проходит кто-нибудь другой, потому что эта игра для меня чрезвычайно интересна, как кинематографичная игра.
То же самое и с «Принцем Персии». Мне как-то даже как-то утомительно играть в нее самому. Я с гораздо большим удовольствием смотрю, как ее кто-нибудь проходит. Поэтому вот, собственно, сейчас все, чего мне хватает, это включить запись прохождения чего-нибудь, посмотреть и, собственно, быть этим довольным. Собственно, вот такими вот были мои такие неоднозначные воспоминания о «Принце Персии». Эта игра мне очень дорога, поверьте мне, просто подобных я уже позже узнал, что на Денди были другие так называемые хорроры. Например, там «Пятница 13» или «Кошмар на улице Вязов». Но в детстве мне не попадалось ничего из этого, только «Принц Персии». Да и если бы оно попалось, все равно бы «Принц Персии» она гораздо выше на голову всех остальных игр. Потому что она действительно, она сделана очень серьезно по сравнению со всеми другими. В ней нет ни грамма мультяшности, в ней нет ни грамма такого, ну как бы сказать, в ней нет ничего лишнего с одной стороны и нет ничего посредственного. Она очень четкая, проработана и очень серьезная. И если вы сядете в нее играть, она очень на вас подействует вот, чисто психологически, понимаете? Вот. И вот именно за это я, собственно, эту игру и ценю. И быть может, когда-нибудь пройдут года, я наконец решусь все-таки еще раз ее продолбить. Пока у меня не накроется Дэнди Джуниор, а когда она накроется, я куплю новую приставку. И тогда, быть может... Вообще у меня классик есть, да. Да, есть классик. Ну ладно, об этом мы еще подумаем. В общем, спасибо вам огромное, что вы меня выслушали. Такими были мои воспоминания об игре Prince of Persia. С вами был Киноман. Спасибо вам за просмотр. Смотрите Киноманию. Играйте в Денди. До следующих встреч. Счастливо.